Вчера пресс-спикер президента Грузии сказал, было такое его выступление, что новая конституция, принятая Грузией на той неделе, создает новую модель правления с точки зрения баланса между различными ветвями власти. Это фактически новая европейская конституция, которая предусматривает сильный парламент, сильное правительство и президента в качестве арбитра. Вот это заявление было сделано буквально вчера в Тбилиси. Я в корне не согласен с той оценкой Конституции, которая, по словам Ольги, была представлена пресс-спикером президента. Конечно, модель совершенно другая, чем действующая, но вряд ли можно сказать, что она соответствует тем стандартам конституционализма, который принят в демократических государствах. Сегодняшняя конституция, действующая конституция, находится в действии с февраля 2004 года, то есть уже почти 6 лет. И с момента принятия изменений в Конституцию в 2004 году они были оценены как глубокое нарушение принципа разделения властей и модель, которая получилась в результате этих изменений, она оценивалась как так называемая модель суперпрезидентской республики, когда вся власть сосредоточена в руках президента, под президентом находится правительство, и президент имеет весьма сильные рычаги воздействия на парламент. Так что в результате парламент либо должен подчиняться любым желаниям президента, либо должен отказаться от компромисса, но в результате этого президент получает возможность распуска парламента. Вот такова настоящая ситуация, она критиковалась в течение всего прошедшего периода. И все время были обещания первых лиц государства, это еще начиная с 2004 года, что, мол, скоро мы все приведем в соответствии с требованиями принципов конституционализма. И вот в прошлом году на фоне довольно сильных гражданских волнений в Грузии была создана Государственная конституционная комиссия и поставлена задача перед этой комиссией подготовить проект Конституции, чтобы привести в соответствие с требованиями конституционализма, чтобы были соблюдены принципы разделения властей, принципы контроля и стержек властными разветвлениями власти друг друга и так далее и тому подобное. Но то, что мы получили, вряд ли можно сказать, что что сейчас соблюден принцип разделения властей. И что ветви властей, что власть между ветвями властей разделена балансированно. Что мы получили сбалансированную систему. Это слишком мягко говоря. Конечно, модель изменилась. И я могу оценить такую модель термином, который я что-то не встречал в литературе до сих пор. Мы получим в результате этих изменений модель, которую с успехом можно назвать суперпремьерской моделью, в отличие от суперпрезидентской модели.
конечно, конституции на постсоветском пространстве подгоняются под конкретных лиц, и Грузия здесь не исключение. Единственное, что я бы добавил, наверное, что тут, наверное, не поиск политического, так сказать, какого-то оптимального устройства, а экономические факторы зачастую, наверное, выходят на первое место. И Грузия, мне так кажется, тоже не исключение в этом вопросе, хотя фактор удержания власти в руках, он, конечно, немаловажен. Что касается изменений конституционных, которые происходят на постсоветском пространстве, поиск вот этот, он вольно или невольно, вопрос достаточно риторический, но приводит к политической напряженности, мы прекрасно это видим в ряде стран, и некой разбалансировки власти и политическим кризисом, которые достаточно длительное время потом сказываются, и страны заходят в некий такой правовой тупик и начинают действовать политические договоренности. Конституция как таковой, это уже учат студенты первого курса во всех вузах, и в Грузии, и в России, и во всем мире, что это соглашение между обществом и политическими силами. Это разница от других законов и от других законодательных актов, которые принимаются во всех странах большинством, принимаются правящими партиями. Конституция во всех странах это представляется документ, который принимается соглашением. Вот и в Соединенных Штатах, и во всех демократических странах Европы, там, где есть эти конституции, поправки, вот уже более чем 200 лет существует Конституция США, да, там были приняты более чем 20 поправок, 24, если я точно помню. Ни один из этих поправок не было принято ни демократическим большинством, ни республиканским большинством. Все эти поправки были приняты соглашением политических сил. И вот та же практика существует в Европе тоже. Не только соглашение между политическими силами, вот Конституция, смысл Конституции и конституционализма существует в том, что он должен еще и вот объединять вокруг собой общество. К сожалению, вот главный недостаток, политический недостаток новых поправок в Конституции Грузии существует именно в том, что вот этот документ был поддержан только одной политической силой, это национальное движение. Сегодня я не буду здесь утверждать, вот, какова у этой политической партии есть поддержка в Грузии, но даже если бы вот эта политическая партия была популярна, уже сам факт, что ни одна оппозиционная партия не убила, не поддержала, не участвовала в рассмотрении Конституции, это сам по себе говорит вот об этом процессе. То же самое можно сказать и в гражданском обществе. Практически все ведущие неправительственные организации в Грузии были против этих поправок. И то же самое можно сказать о международном обществе. Вот Совет Европы, Венецианская комиссия до последней минуты просили парламенту Грузии, чтобы не принимать Конституцию в этой форме, чтобы еще продолжать дискуссии об отдельных параграфах этой Конституции. Конституция во всех теориях – это не соглашение правящих, оппозиционных и иных сил. Конституция – это закрепление на бумаге соотношения сил. Вот такое фактическое соотношение сил сегодня складывается в Грузии, что глава государства, правящая партия могут себе позволить не считаться с другими политическими силами, в данном случае оппозиционными. И это не мной придумано. Еще в 1864 году один из основателей современной конституционалистской теории Фердинанд Лассаль написал такую небольшую брошюру по основе своей лекции о сущности Конституции. Потом эту идею развивал ныне не очень популярный политический деятель начала 20 века Владимир Ильич Ульянов Ленин. И их логика простая. Конституция – это соотношение сил, это фактическая конституция, которая сложилась сегодня в Грузии. И вот то, что вы сегодня имеете, вы имеете достойное завершение на бумаге того политического режима, который функционировал в вашей стране, любимой, уважаемой большинством россиян в начале 21 века. Поэтому здесь я буду, конечно, не популярен, но я считаю, что есть вот теория такой коллективной ответственности. Каждое государство
само формирует свой политический режим. И в данном случае мы, наверное, не вправе давать некие политические или такие вот рекомендации, оценки. Это ваше внутреннее дело. С другой стороны, мы как эксперты наблюдаем, что вот этот процесс, который идет на постсоветском пространстве в различных государствах, он еще не устоялся. Политические режимы еще не сложились. Идет поиск оптимальной модели для каждого государства. Я сейчас не буду говорить о Центральной Азии и Казахстане, там все-таки формируются особые политические режимы, есть много критического, много интересного, но это как бы другая модель. Что касается Грузии, то сегодня не раз промелькнула фраза «европейская конституция». Ну, вы знаете, вот все здесь определяется географией, спорить, кто более европейский с точки зрения, кто более европейская конституция, японская или американская, вот если понимаешь, что такое европейская конституция. Потому что есть европейские страны, не имеющие конституции, достаточно эффективно существующие. Вот это вот желание подогнать себя под некие мифические европейские стандарты, некие универсальные, которые якобы есть, ну, разочарую вас, таких стандартов нет. Даже та же Венецианская комиссия, при всем уважении к ее работе, она не формирует некие обязательные правила поведения. Она никогда и нигде не может сказать, что желательно, чтобы президент избирался по пропорциональной или по мажоритарной системе. Желательно, чтобы премьер-министр формировался так, а не иначе. Это право общества той страны, которая формирует тот или иной политический режим. Поэтому здесь, когда мы говорим о постсоветском пространстве, то мы вынуждены констатировать, что происходит очевидная подгонка конституционных режимов под конкретные политические интересы. И мы заинтересованы в том, чтобы в Грузии был такой политический режим, который наладит отношения и с Россией, и со своими соседями, такими как Армения, Азербайджан, Южная Осетия, Абхазия. То есть вот если Грузия в рамках каких-то конституционных изменений станет миролюбивым, добрососедским для России государством, мы готовы смириться с любым текстом ее основного закона. Господин Саакашвили решил, что выдвигаться на третий срок президентский, это как не по-европейски. Вы слышали заявление пресс-спикера президента, и не модно сейчас пожизненное президентство, третье президентство. И он решил, что ну, раз я перехожу на пост премьер-министра, этот пост будет более важен. Вот и все. Вся политическая составляющая. В 2004 году он занимал пост президента и тогда усилил этот пост, между прочим, не соблюдая процедуры изменения Конституции и месячный срок его опубликования. И когда-нибудь в Грузии в парламенте будет 1/5 членов от оппозиционных, реально оппозиционных сил, это атеист конституционный, наверное, поступит в Конституционный суд, потому что изменения в Конституции 2004 года были нарушением всех процедур. И сейчас он решил, что вот в связи с переходом на работу премьер-министра он хочет иметь вот такую конституцию.